Друзья, всем большой привет! Сегодня я предлагаю связать вам узор вот к такой ажурной летней кофточке, связанной из белого хлопка. Узор красивый, смотрится эффектно, мало просвечивает, но вяжется очень просто, легко и быстро. С таким узором справится любой начинающий любитель вязания. К этой кофточке имеется описание, которое я вам вставлю. Может быть, кому-то пригодится. Сделайте скриншот. Друзья, перед вами схема узора. На схеме указаны только нечетные ряды. Это видно по нумерации. Это лицевые ряды. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19. И они всегда и при поворотном вязании, и при круговом вязании вяжутся справа налево по схеме, то есть по условным обозначениям схемы. Четные ряды на схеме не указаны. При поворотном вязании это изнаночные ряды, и вяжутся они слева направо по рисунку, то есть как смотрят петли. Видим лицевую, вяжем лицевую, видим изнаночную, вяжем изнаночную. Накиды при поворотном вязании провязываем изнаночной петлей. Раппорт узора вверх по вязанию состоит из 20 рядов. Провязав последний лицевой ряд по схеме, это 19 ряд, справа налево, мы возвращаемся по изнаночной стороне, слева направо, и вяжем по рисунку 20 ряд. И далее повторяем узор вверх по вязанию с 1 по 20 ряд, столько раз, сколько вам это необходимо для вашего вязания. Раппорт узора есть и в ряду. Раппорт этого узора состоит из 6 петель. Вот они здесь обозначены на схеме. МС. От черточки до черточки. Это раппорт узора. На схеме указаны еще петли перед раппортом узора и петли после раппорта узора. Это петли симметрии, которые нужны для гармонии узора, чтобы узор одинаково смотрелся в начале полотна и в конце полотна, то есть был бы зеркальным. Для того, чтобы набрать нужное количество петель при поворотном вязании, ваше количество петель должно делиться на число петель раппорта, то есть на 6. Плюс вы добавляете 3 петли симметрии в начале ряда, плюс вы добавляете еще 4 петли симметрии в конце ряда, и плюс добавляете 2 кромочные петли. Петли симметрии в начале ряда вяжутся только один раз в начале ряда. Петли симметрии в конце ряда, указанные на схеме, также вяжутся только один раз в конце ряда. Этот узор можно вязать, конечно, и по кругу. При вязании по кругу ваше число петель, которое вы должны набрать, должно делиться на 6, на число петель раппорта, то есть должно быть кратно 6. Петли симметрии ни в начале ряда, ни в конце ряда набирать не нужно. Кромочные петли также не нужно набирать, но нужно набрать одну петлю для замыкания петель в круг. При круговом вязании все ряды и нечетные 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 и четные 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 и 20 вяжутся справа налево, то есть все ряды являются лицевыми. При этом нечетные ряды вяжутся по схеме, по условным обозначениям схемы. А четные ряды вяжутся по рисунку, то есть как смотрят петли.
при круговом вязании видим лицевую, вяжем лицевую, видим изнаночную, вяжем изнаночную. Накиды при круговом вязании провязываем лицевой петлей. Какие условные обозначения мы видим на схеме? Вот эти вот скобочки – это накиды. Вертикальная черточка – это лицевая петля. Горизонтальная черточка – это изнаночная петля. Вот такая вот птичка, галочка с цифрой 2 внутри – это 2 петли вместе, провязанные одной лицевой с наклоном вправо. Стрелка, которая указывает вниз – это 2 петли вместе, провязанные одной лицевой петлей с наклоном влево. Стрелка, которая показывает вверх, это 3 петли вместе, провязанные одной лицевой петлей с центральной лицевой петлей сверху. И все. Схема очень простая, других обозначений на схеме нету. А теперь давайте провяжем с вами образец этого узора. На спице самым обычным способом набора петель я набираю 21 петлю. Посчитаю 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. И еще петля. 21 петлю я набрала самым обычным классическим способом набора. Я всегда завязываю хвостик нити вместе с нитью от клубка на узелок один раз, чтобы далее удобно было провязывать следующий ряд. Я набрала на спице 21 петлю, это 2 раппорта по 6 петель, 12 петель, плюс 3 петли симметрии в начале ряда, 15 петель, плюс 4 петли симметрии в конце ряда, 19 петель, плюс добавляем 2 кромочные петли, 21 петля. И теперь нам нужно провязать один базовый ряд установочный, чтобы выйти на лицевую сторону работы. Вот здесь у нас изнаночная сторона, такие бугорки, а вот здесь лицевая, где красивый кромочный край в виде косички. Итак, вяжем установочный ряд всеми изнаночными петлями. Кромочную петлю снимаем и все петли до конца ряда вяжем изнаночными петлями. Я вяжу бабушкиным способом вязания, поэтому провязываю все петли до конца ряда изнаночными бабушкины. Если вы вяжете классическими петлями, классическим способом вязания, вы провязываете все петли установочного ряда или классическими лицевыми, или классическими изнаночными петлями полностью до конца ряда. В конце ряда кромочная петля, изнаночная бабушкина. Мы провязали установочный ряд, переворачиваем работу на лицевую сторону, где у нас красивая косичка наборного края. И приступаем к вязанию узора по схеме. Первый ряд схемы. Все петли указаны как лицевые. Так мы и будем вязать лицевые петли весь ряд. Первую кромочную снимаем и далее вяжем лицевые. Но я предлагаю вам не просто вязать лицевые петли, а разделить раппорты узора друг от друга маркерами. Также маркерами отделить петли симметрии в начале ряда и в конце ряда. Итак, первый лицевой ряд. Кромочную петлю мы снимаем. Далее провязываем 3 лицевые петли симметрии. 1 лицевая петля, 2 лицевая петля, 3 лицевая петля симметрии в начале ряда. Я предлагаю отделить эти петли симметрии маркером контрастного цвета. У меня маркер красного цвета, чтобы не запутаться и чтобы знать, что здесь у нас
находятся петли симметрии, которые мы провязываем только один раз в начале ряда. Далее провязываем петли раппорта. Это 6 лицевых петель. Идут по схеме. Провязываем 1 лицевая петля, 2 лицевая, 3, 4, 5 лицевая петля и 6. Мы провязали раппорт узора. Я набрала на спицы 2 раппорта узора. Поэтому я, провязав первый раппорт узора, отделяю его маркером. Вот я возьму синий цвет маркера, то есть раппорта я буду разделять между собой маркерами синего цвета. Вяжу следующий раппорт. 6 лицевых петель. 1 лицевая, 2, 3, 4 лицевая, 5 и 6. Я провязала второй раппорт узора. Если у вас набрано много раппортов узора, опять же вешаете сюда маркер синего цвета или какой у вас выбран цвет маркера для разделения раппортов между собой. Вешаете сюда маркер синего цвета и вяжете следующий раппорт. Опять вяжете 6 лицевых петель. Вешаете после следующего раппорта маркер и опять вяжете следующий раппорт 6 лицевых петель. И так до конца ряда провязываете столько раппортов, разделяя их маркерами, сколько вы набрали. В конце ряда мы должны будем провязать 4 петли лицевые симметрии. Я тоже их хочу отделить маркером контрастного красного цвета, чтобы знать, что здесь у меня в конце ряда петли симметрии, чтобы затем не путаться, когда я буду вязать узор. Провязываю 4 петли симметрии. 1, 2, 3, 4 лицевая петля симметрии, и в конце ряда изнаночная петля бабушкина. Мы провязали первый лицевой ряд. Работу разворачиваем на изнаночную сторону. Вяжем второй изнаночный ряд. Справа налево по рисунку, то есть как смотрят петли. Видим лицевую, вяжем лицевую. Видим изнаночную, вяжем изнаночную. У нас все петли здесь выглядят как изнаночные от начала до конца. То есть это те петли, которые были лицевыми в первом ряду. Здесь они выглядят все как изнаночные. Провязываем все петли изнаночные. Кромочную петлю снимаем и далее вяжем все петли от начала до конца ряда, переснимая маркеры изнаночными петлями. Маркер переснимаем и вяжем далее. На схему можно не смотреть. Просто вяжем по рисунку ту петлю, какую видим. Видим изнаночную, а здесь у нас все изнаночные в этом ряду во втором. Вот бугорок. Бугорок это изнаночная петля, значит провязываем изнаночную, видим изнаночную, провязываем изнаночную. И так вяжем до самого конца ряда. То есть у нас везде петли выглядят как изнаночные. Везде вот такие бугорки изнаночных петель. Довязываем второй ряд до конца ряда. Последняя кромочная петля, также изнаночная бабушкина петля. Мы провязали второй изнаночный ряд. Работу разворачиваем на лицевую сторону. Третий лицевой ряд. Вяжем справа налево по схеме. Итак, третий лицевой ряд, кромочную петлю мы сняли. Далее идут 2 изнаночные петли. После кромочной провязываем 2 изнаночные петли. Далее идет лицевая петля. Провязываем лицевую петлю. Это мы провязали 3 петли симметрии, которые вяжутся в начале ряда. Вот раппорт узора начинается вот по этой линии. От этой линии идет уже раппорт узора. А до этой линии это 3 петли симметрии.
Мы их провязали. Вот они у нас отделены маркером красного цвета. Маркер переснимаем и далее провязываем раппорт узора. Раппорт узора от линии до линии. Это 2 лицевые петли, 3 изнаночные петли и лицевая петля. Провязываем 2 лицевые петли, 1 лицевая, 2 лицевая, 3 изнаночные, 1, 2 изнаночная, 3 изнаночная и лицевая петля вот до этой линии. Раппорт узора. Провязываем лицевую петлю. Мы провязали раппорт узора. У нас он уже отделен маркером. Мы уже разделяли раппорты узора в предыдущем ряду. Переснимаем маркер, отделяющий раппорт, и провязываем следующий раппорт. 2 лицевые петли, 3 изнаночные петли, лицевая. Вяжем 2 лицевые петли, 1, 2 лицевая, 3 изнаночные петли, 1 изнаночная, 2 изнаночная, 3 изнаночная и лицевая петля. Провязываем лицевую. Если у вас набрано много раппортов узора, вы опять переснимаете маркер и провязываете следующий раппорт. 2 лицевые, 3 изнаночные, 1 лицевая. Переснимаете маркер и провязываете следующий раппорт. 2 лицевые, 3 изнаночные, 1 лицевая. И так до конца ряда провязываете раппорты, которые у вас отделены друг от друга маркерами. В самом конце ряда провязываем 4 петли симметрии вот от этой линии, где заканчивается раппорт узора. Это петли симметрии все, которые вяжутся в конце ряда. Вот эта линия. И вот линия, которая указывает раппорт узора из 6 петель. После этой линии провязываем 4 петли симметрии. Переснимаем красный маркер, которыми у нас отделены петли симметрии в конце ряда, и провязываем 2 лицевые петли, 2 изнаночные петли, 2 лицевые петли, 2 изнаночные петли. Мы провязали 4 петли симметрии в конце ряда. Затем провязываем кромочную петлю изнаночной бабушкиной. Провязали 3-й ряд узора, разворачиваем работу на изнаночную сторону. 4-й изнаночный ряд. Вяжем по рисунку, то есть как смотрят петли. Кромочную петлю снимаем. Далее мы видим, что у нас здесь петли смотрятся как лицевые петли. Вот они. Провязываем 2 лицевые петли. 1, 2. Потом смотрим, что у нас вот эти петли смотрятся как изнаночные. Вот эти бугорки — это изнаночные петли. Провязываем 2 изнаночные. И так до конца ряда провязываем ту петлю, какую видим. Вот видим изнаночную бугорок, провязываем изнаночную. Видим лицевые петли. Вот лицевая, вот и вот 3 лицевые петли. Это были 3 изнаночные петли раппорта узора в предыдущем ряду лицевом. Здесь они выглядят как 3 лицевые. Вот 1, 2, 3. Провязываем так петли, как они выглядят. 3 лицевые петли. Потом видим 2 изнаночные петли. Это были 2 лицевые петли в 3-м лицевом ряду. Вот они, 2 лицевые петли. Здесь они смотрятся как 2 изнаночные петли в этом ряду. Провязываем 2 изнаночные. То есть ту петлю, какую видим, такую и вяжем. Маркер переснимаем. И далее у нас идет следующий раппорт узора. Здесь у нас была лицевая петля, а здесь в изнаночном ряду она выглядит как изнаночная.
Вот бугорок, провязываем изнаночную петлю. Далее видим 3 лицевые петли. Это были 3 изнаночные петли в лицевом ряду предыдущем. Вот они. Видим лицевую, вяжем лицевую. Здесь у меня узелок. Вяжем лицевую. Видим лицевую, вяжем лицевую. Вот здесь мы видим 2 изнаночные. Можно не смотреть на схему, просто вяжем ту петлю, какую видим. Маркер переснимаем. И у нас остаются вот эти петли симметрия. В лицевом ряду у нас была лицевая, здесь она смотрится как изнаночная. Вот она, эта петля. Вяжем изнаночную. Здесь мы провязывали 2 изнаночные в лицевом ряду в третьем, а в четвертом они смотрятся как 2 лицевые петли. Вяжем ту петлю, какую видим. Видим лицевую, вяжем лицевую. Кромочная петля, изнаночная бабушкина. Мы провязали 4-й изнаночный ряд. Разворачиваем работу на лицевую сторону, вяжем 5-й лицевой ряд. Кромочную петлю снимаем. Далее видим 2 изнаночные петли. 1, 2 петля изнаночная и лицевая петля. Мы провязали 3 петли симметрии, которые вяжутся один раз только в начале ряда, и переснимаем красный маркер, которым мы их отделили. И далее начинаем провязывать раппорты узора один за другим. И переснимая маркеры, которыми мы их отделяли друг от друга. Итак, 2 лицевые, 3 изнаночные и лицевая. Точно так же, как в третьем ряду мы вязали. 2 лицевые, 1, 2 лицевая, 3 изнаночные петли, 1, 2 изнаночная, 3 изнаночная и лицевая петля. Провязываем лицевую петлю. Маркер, который отделяет раппорт, переснимаем. Провязываем следующий раппорт узора. 2 лицевые петли, 3 изнаночные петли, 1, 2, 3, 1 лицевая петля. Мы провязали следующий раппорт узора. Если у вас набрано несколько раппортов узора, вы переснимаете маркер и провязываете следующий раппорт узора. 2 лицевые петли, 3 изнаночные петли, лицевая. Переснимаете маркер и провязываете следующий раппорт узора. 2 лицевые, 3 изнаночные, лицевая. И так до конца ряда. В самом конце ряда переснимаете маркер красного цвета, который отделяет петли симметрии в конце ряда. Вот эти 4 петли симметрии в конце ряда. Вот они. Эти петли симметрии в конце ряда. Вяжутся только один раз в конце ряда. 2 лицевые, 2 изнаночные. Провязываем 2 лицевые, 1, 2 лицевая, 2 изнаночные. Кромочная петля, изнаночная бабушкина. Мы провязали 5-й лицевой ряд. Работу разворачиваем на изнаночную сторону и вяжем 6-й изнаночный ряд по рисунку, то есть как смотрят петли. Кромочную петлю снимаем. Далее видим 2 лицевые. Провязываем 2 лицевые. Видим 2 изнаночные. Провязываем 2 изнаночные. Переснимаем маркер, отделяющий петли симметрии. Затем провязываем изнаночную петлю. Видим изнаночную, вот здесь бугорок изнаночной петли, провязываем изнаночную, видим 3 лицевые петли, провязываем 3 лицевые, 1, 2, 3, видим 2 изнаночные петли, вот 2 бугорка,
изнаночных петель, провязываем 2 изнаночные, маркер переснимаем, далее видим изнаночную, провязываем изнаночную, видим 3 лицевые, 1, 2, 3 лицевая, провязываем лицевые, то есть видим лицевую, вяжем лицевую, вот изнаночная, видим изнаночную, вяжем изнаночную, вот такой бугорок у изнаночной петли снизу, провязываем изнаночную, маркер переснимаем, опять видим изнаночную петлю, вот с бугорком, провязываем изнаночную. 6 изнаночный ряд, кромочную петлю снимаем и вяжем все петли по рисунку, видим лицевую петлю, вяжем лицевую, вот еще петля, далее идет лицевая, вяжем лицевую, видим изнаночная, вот бугорок изнаночной петли, провязываем изнаночную. Следующая петля тоже с бугорком, тоже изнаночная петля, то есть вяжем ту петлю, какую видим, вот изнаночная петля еще раз, потом идут 3 лицевые петли, вот дорожки лицевых петель, провязываем 1 лицевая, 2, 3 лицевая, видим 2 изнаночные петли, далее провязываем 2 изнаночные, и так до конца ряда. Переснимая маркеры, вяжем весь ряд по рисунку. Вот опять здесь 3 лицевые мы видим петли, вяжем лицевые, видим изнаночную, вяжем изнаночную, опять видим изнаночную, вяжем ту петлю, какую видим изнаночную, маркер переснимаем, далее опять изнаночная идет петля, и вот здесь дорожки лицевых петель, провязываем 2 лицевые петли, 1, 2 и кромочная петля изнаночная бабушкина. Провязали 6 изнаночный ряд, вот так у нас сейчас получается. Разворачиваем работу на лицевую сторону. Эти кончики я потом спрячу на изнаночной стороне, я здесь завязывала ниточку. Итак, 7 лицевой ряд вяжем справа налево по схеме. Итак, 7 лицевой ряд вяжем по схеме, по условным обозначениям схемы, справа налево. Кромочную петлю снимаем, далее идет изнаночная петля, провязываем изнаночную петлю, далее идет обозначение 2 петель вместе, 1 лицевой петлей с наклоном вправо. Я вяжу бабушкиным способом вязания, поэтому я должна эти 2 петли сначала развернуть, а потом провязать их вместе. Для того, чтобы развернуть петли, я переснимаю их по очереди на правую спицу, возя правую спицу сзади работы за заднюю стенку петли слева направо. И переснимаю на правую спицу петлю, ввожу правую спицу сзади работы слева направо за заднюю стенку петли и переснимаю ее на правую спицу. А теперь возвращаю эти 2 петли по очереди на левую спицу, вводя левую спицу внутрь каждой петли. И теперь провязываю 2 петли вместе 1 лицевой петлей за передние стенки с наклоном вправо. Если вы вяжете классическим способом вязания, то вы, не разворачивая эти петли, сразу провязываете 2 петли вместе 1 лицевой петлей за передние стенки с наклоном вправо. Далее идет накид. Делаем накид. Мы провязали 3 петли симметрии узора, маркер переснимаем и начинаем провязывать раппорт узора, который у нас идет от черты до черты. Это раппорт узора. Лицевая петля,
провязываем лицевую. Далее идет накид, делаем накид. Обозначение стрелка вниз, 2 петли вместе, одной лицевой петлей с наклоном влево. Я вяжу бабушкиным способом вязания, поэтому я, не разворачивая эти 2 петли, провяжу 2 петли вместе одной лицевой петлей за задние стенки. Ввожу правую спицу внутрь этих 2 петель, сразу вместе, провязываю их одной лицевой петлей за задние стенки. Вот так ввожу спицу внутрь этих петель, захватываю рабочую нить и провязываю 2 петли вместе одной лицевой петлей с наклоном влево. Если вы вяжете классическим способом вязания, то вы сначала разверните эти 2 петли. Как разворачивать петли, я уже показала. И тоже провяжите 2 петли вместе одной лицевой петлей за задние стенки, как сейчас я провязала, с наклоном влево. Далее идет изнаночная петля. Провязываем изнаночную петлю. 2 петли вместе, одной лицевой с наклоном вправо. Я по очереди разворачиваю эти 2 петли. Для этого я переснимаю их на правую спицу. Затем по очереди возвращаю на левую спицу и провязываю 2 петли вместе одной лицевой за передние стенки. Так я делаю при бабушкином способе вязания. При классическом способе вы сразу провязываете, не разворачивая эти 2 петли вместе за передние стенки. Маркер переснимаем и провязываем второй раппорт от черты до черты. Лицевая петля, накид. Провязываем лицевую петлю, накид. 2 петли вместе, одной лицевой с наклоном влево. Я провязываю эти 2 петли сразу одной лицевой петлей за задние стенки при бабушкином способе вязания с наклоном влево. Далее идет изнаночная петля. Провязываем изнаночную петлю, 2 петли вместе с наклоном вправо. Я разворачиваю эти 2 петли, переснимая их по очереди на правую спицу, подхватывая каждую петлю сзади работы за заднюю стенку справа налево. Ввожу правую спицу сзади работы за заднюю стенку петли справа налево. Я пересняла 2 петли на правую спицу. Этим я их развернула. Теперь возвращаю их на левую спицу, вводя левую спицу внутрь каждой петли. И теперь провязываю 2 петли вместе одной лицевой петлей за передние стенки с наклоном вправо. При классическом способе вязания вы сразу, не разворачивая, провязываете эти 2 петли вместе за передние стенки с наклоном вправо. Далее накид. Делаю накид. Если у вас много раппортов, итак, я провязала 2 раппорта, а если у вас набрано много раппортов узора, то вы маркер переснимаете и начинаете провязывать следующий раппорт. Лицевая накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, изнаночная, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид. Потом опять переснимаете маркер, разделяющий раппорты, и опять повторяете раппорт. Лицевая накид, 2 вместе лицевой, изнаночная, 2 вместе лицевой вправо, накид. Маркер переснимаете и так вяжете следующий раппорт. И так повторяете раппорты, переснимая маркеры между ними до самого конца ряда. В конце ряда маркер красного цвета, отделяющий петли симметрии, в конце ряда переснимаете и провязываете 4 петли симметрии в конце ряда.
Итак, провязываем лицевая петля, провязываем лицевую петлю, далее делаем накид, далее идет 2 петли вместе, одной лицевой с наклоном влево, я провязываю 2 петли вместе при бабушкином способе вязания, сразу не разворачивая за задние стенки одной лицевой петлей, изнаночная петля и кромочная петля, изнаночная бабушкина. Мы провязали 7 лицевой ряд, работу разворачиваем на изнаночную сторону и начинаем провязывать 8 изнаночный ряд по рисунку, как смотрят петли. Кромочную снимаем, далее видим лицевую петлю, вяжем лицевую, видим изнаночную, бугорок изнаночной петли, вяжем изнаночную. Накид в изнаночном ряду провязываем изнаночной петлей за переднюю стенку. Далее видим изнаночную, вот бугорок изнаночной петли, провязываем изнаночную. Маркер переснимаем и так вяжем до конца ряда. Изнаночную накид провязываем изнаночной петлей за переднюю стенку. Далее видим изнаночную петлю, бугорок, провязываем изнаночную, видим лицевую, вот дорожка лицевой петли идет, провязываем лицевую, видим изнаночную, бугорок изнаночной петли, провязываем изнаночную, накид провязываем изнаночной петлей за переднюю стенку, изнаночная петля далее идет, провязываем изнаночную, маркер переснимаем, видим изнаночную, опять вяжем изнаночную. Видим лицевую, дорожку лицевой. Вот здесь у меня спустилась петля. Я ее вот так просто поднимаю. Только не перекручивая. Вот так подниму. Вот идет лицевая петля, дорожка лицевой петли. Провязываем лицевую. Еще идет дорожка лицевой петли, провязываем лицевую. Вот идет изнаночная петля, бугорок изнаночной петли. Видим изнаночную, вяжем изнаночную, накид провязываем изнаночной петлей за переднюю стенку. Видим изнаночную петлю, вот она, бугорок, провязываем изнаночную. Маркер переснимаем, накид провязываем изнаночной петлей за переднюю стенку. Вот бугорок изнаночной петли, вот такой большой, здесь были 2 петли вместе в лицевом ряду. Видим изнаночную, вяжем изнаночную. Далее идет дорожка лицевой петли, провязываем лицевую петлю. Вот. Кромочная петля, изнаночная бабушкина. Мы провязали 8 изнаночный ряд. Работу разворачиваем на лицевую сторону. 9 лицевой ряд. Кромочную петлю снимаем. Далее идет обозначение 2 петли вместе, одной лицевой с наклоном вправо. Я должна сначала развернуть эти 2 петли, так как я вяжу бабушкиным способом вязания. Для этого я их переснимаю на правую спицу, возвращаю на левую спицу и провязываю 2 петли вместе, одной лицевой петлей за передние стенки с наклоном вправо. Далее идет лицевая петля. Вот здесь она, где был накид, дырочка вот такая большая. И вот под спицей у нас вот такая перемычка. Вот сюда провязываем лицевую петлю. Лицевая петля. Далее идет накид. Делаем накид. Мы провязали 3 петли симметрии. Маркер, отделяющий петли симметрии, переснимаем. И далее от черты до черты начинаем повторять раппорт узора. От черты до черты. Лицевая, накид, лицевая. Провязываем лицевую, делаем накид. И вот сюда провязываем лицевую. Вот под спицей
над перемычкой, провязываем лицевую петлю. Далее идут 3 петли вместе одной лицевой петлей с центральной лицевой петлей сверху. Вот эти 3 петли мы должны провязать вместе. Вот с этой центральной петлей сверху. При классическом способе вязания вы поступаете следующим образом. Первую и вторую петли вы переснимаете на правую спицу, подхватывая их за передние стенки слева направо. Переснимаете вот так, не провязывая. И этим у вас эти петли поменялись местами. То есть вторая петля оказалась впереди, которая была в центре, вторая петля оказалась вот здесь впереди. Третью петлю провязываете изнаночной классической петлей и протягиваете эту провязанную петлю через 2 переснятые. Вводите правую спицу слева направо вовнутрь переснятых петель и протягиваете через них провязанную петлю. И получается, что вы провязали 3 петли вместе одной лицевой петлей с центральной сверху. У меня получилось здесь кривовато, потому что я вяжу не классическим способом вязания, а бабушкиным. Поэтому я все это распущу и покажу, как провязать 3 петли вместе при бабушкином способе вязания. Вот эти 3 петли. Мы первую и вторую петли переснимаем на правую спицу, не провязывая, вводя правую спицу внутрь этих 2 петель справа налево. Вот так. Переснимаем их, не перекручивая. Затем вот так немножечко подтягиваем и крайнюю петлю спускаем с правой спицы. А следующую петлю возвращаем на левую спицу. Затем спущенную петлю крайнюю подхватываем правой спицей и также возвращаем на левую спицу. И теперь эти 3 петли, у нас вот эти первая и вторая петли поменялись местами. Эти 3 петли провязываем вместе одной лицевой петлей за задние стенки. Для этого правую спицу вводим внутрь всех этих 3 петель сразу вместе. И сразу вместе провязываем их. Так можно немножечко расширить. Ввели справа налево правую спицу внутрь всех этих петель. Захватили рабочую нить и провязали все 3 петли вместе одной лицевой петлей. С центральной петлей сверху. Вот такая косичка ровненькая у нас получается. Вот так мы провязали 3 петли вместе с центральной лицевой петлей сверху. Далее идет лицевая накид. Провязываем лицевую, делаем накид. Мы провязали 1 раппорт узора. Маркер, отделяющий раппорты, переснимаем. И провязываем следующий раппорт. Вот от черты до черты. Следующий раппорт. Лицевая, накид, лицевая. Провязываем лицевую, накид, лицевая. Далее 3 петли вместе одной лицевой петлей с центральной петлей сверху. При бабушкином способе вязания я вот эти первые 2 петли переснимаю на правую спицу, не провязывая. Затем, чтобы поменять их местами, чтобы вот эта вторая петля оказалась впереди, вот эта центральная петля должна оказаться впереди, я сначала ее спускаю, то есть крайнюю петлю с правой спицы я спускаю, затем следующую петлю возвращаю на левую спицу, затем возвращаю на левую спицу, не перекручивая, подхватываю и возвращаю на левую спицу спущенную петлю.
Я поменяла местами первую и вторую петли. И теперь провязываю все 3 петли вместе одной лицевой петлей с центральной петлей сверху. Для этого я правую спицу ввожу во все вот эти 3. Первая петля, вот она здесь оказалась, вот вторая и третья. Ввожу правую спицу внутрь всех этих петель справа налево, немножечко вот так расширяю, захватываю рабочую нить и провязываю 3 петли вместе одной лицевой петлей с центральной петлей сверху. Вот такая косичка получается. Далее у нас идет лицевая петля, накид. Вот здесь вот лицевая петля провязывается вот сюда, в это место, под спицей, над перемычкой. Провязываем лицевую петлю, делаем накид. Мы провязали второй раппорт узора. И теперь маркер переснимаем, который отделяет раппорты друг от друга, и начинаем провязывать следующий раппорт. Лицевая, накид, лицевая, 3 петли вместе лицевой, центральный сверху, лицевая, накид. Маркер переснимаем и начинаем провязывать следующий раппорт. И так провязываем все раппорты до конца ряда. В конце ряда маркер, отделяющий петли симметрии, переснимаем и провязываем 4 петли симметрии в конце ряда, вот после этой черты, отделяющей раппорт узора. Лицевая, накид, лицевая, провязываем лицевую, делаем накид, лицевая. Далее 2 петли вместе одной лицевой с наклоном влево. При бабушкином способе вязания я, не разворачивая петли, сразу провязываю 2 петли вместе одной лицевой за задние стенки с наклоном влево. При классическом способе вязания вы сначала разверните эти 2 петли, а затем тоже провяжите их, как я сейчас показала, 2 вместе одной лицевой за задние стенки. Кромочная петля, изнаночная бабушкина. Мы провязали 9 ряд узора. Узор уже начинает вот так вот смотреться. Друзья, далее довяжите 20 рядов раппорта вверх по вязанию по этой схеме самостоятельно. Как провязывать петли по этим обозначениям я уже показала. Новых обозначений здесь нет. Как вязать по схеме я тоже показала. То есть смотрите каждое обозначение и провязываете его. Изнаночные ряды вяжете просто по рисунку. Как смотрят петли. Накиды вяжете изнаночной петлей, видите лицевую, вяжете лицевую, видите изнаночную, вяжете изнаночную. И так во всех четных рядах, во всех изнаночных рядах провязываете по рисунку. Надеюсь, узор вам понравился, мастер-класс оказался вам полезным и тоже понравился. Если это так, пожалуйста, поставьте лайки, напишите комментарии, я буду очень рада. А на этом у меня все. Всем желаю хорошего настроения, легких петелек. Вяжите с удовольствием. Пока-пока.